Здравствуйте, меня зовут Леонова Анастасия Владимировна. Я ветеринарный врач, терапевт-дерматолог ветеринарной клиники «Добрые руки». Волнующий вопрос моих пациентов, моих клиентов: нужно ли чистить зубы кошкам и собакам и как часто это делать? Конечно, зубы кошкам и собакам чистить нужно. Желательно приучать их к этому прямо с самого детства, с котячьего или щенячьего состояния. Для этого продаются в зоомагазинах специальные зубные щеточки и зубные пасты. Использовать лучше зубную пасту для животных и не использовать человеческую зубную пасту, даже если вы хотели бы выбрать детскую. Почему? Потому что в любой человеческой зубной пасте содержится определенное количество ментола или мяты, что вызывает раздражение обонятельного аппарата у кошек и собак. У кошек это видно будет намного больше, потому что у них будет повышенное слюнотечение, гиперсаливация. Собакам просто неприятно, их обоняние активно чувствует ментол в их ротовой полости. Какие использовать зубные щетки? Зубные щетки мы используем те, которые нам удобны в применении и которые позволяет нам использовать наш питомец. Это может быть зубная щетка, похожая на нашу с ворсиночками, либо же это может быть резиновый напальничник с резиновыми ворсиночками. Когда не стоит чистить зубы питомцу? В период смены зубов. Приходится это на возраст 4-5 месяцев. Точно так же, как и у котят, точно так же и у щенят. В это время десенки несколько воспалены, и, конечно, физиологическое воздействие зубной щетки будет для них неприятным. Как часто чистить зубы нашим питомцам? В идеале делать это 2 раза в неделю. Если питомец категорически не допускает к своей ротовой полости, попробуйте договориться с ним на 1 раз в неделю. Не допускает вообще, тогда вариант у нас остается один-единственный: следить за состоянием ротовой полости, периодически поднимать брыли и смотреть, как выглядят наши зубки. И когда там сформируется плотный зубной налет коричневого или желтоватого цвета, показать ветеринарному врачу и, скорее всего, принять решение о санации ротовой полости. В данном случае санация ротовой полости может быть проведена механически или с применением ультразвукового аппарата. Нужно ли использовать наркоз для санации ротовой полости? Это зависит от вашего питомца, и это зависит от того, какую цель мы ставим для того, чтобы почистить зубы. Если наша цель в целом здоровая ротовая полость, и нам нужно снять только зубной камень, зубной налет, и ваше животное спокойное, не склонное к агрессии, то можно предложить вашему питомцу почистить ротовую полость механически, без наркоза. Как это происходит? Ваш питомец приходит к ветеринарному доктору, доктор осматривает ротовую полость, конечно же, задает вопросы о состоянии вашего питомца, были ли какие-то ранее хронические заболевания, перенесенные заболевания, как ваш питомец чувствует себя в активной фазе. И далее питомец укладывается на стол, и доктор использует специальные инструменты, специальной заточкой для того, чтобы снять зубной камушек. Болезненно ли это питомцу? Нет. Неприятно ли это питомцу? Возможно. Но больше животным, то, что я замечаю на своем приеме, неприятно от того, что мы кладем его на стол, это вызывает незначительный стресс, еще же нужно держать, и чем-то лезут в рот. Вот это вот все вызывает у нашей собачки или кошки определенное непонимание. Если здесь не агрессировать, и владелец будет спокоен, не будет волноваться, будет разговаривать с нашим питомцем, то санация ротовой полости обычно выполняется за 30-35 минут, и вы уходите без наркоза, с чистым ртом. Когда данный способ не применяется? Тогда, когда наше животное крайне волнительно, оно стрессует, тогда, когда у нас есть в рекомендациях удаление зубов, например, потому что молочные зубы полностью не выпали, или у нас есть зубы, которые повреждены, у нас есть оголенные шейки зуба, зуб уже шатается. В этом случае, конечно же, лучше использовать чистку зубов под наркозом, под седацией, с использованием ультразвука. Хорошо ли очищает ультразвук? Лучше ли он делает, нежели механическая чистка зубов?
По факту очищение зуба, как при механической чистке зубов, точно так же, как при ультразвуковой чистке, будет одинаковое. Вопрос просто доступности, в какие места мы можем залезть. Поэтому если ротовая полость у нас загрязнена полностью, не только наружные и внешние поверхности зуба, но еще и внутренние, то лучше использовать также седацию и ультразвук. На ветеринарном рынке в зоомагазинах продается очень большое количество лакомств и вкусняшек для чистки зубов. Работают ли они? Для кошечек продаются лакомства, похожие на кусочки сухого корма. Они достаточно жесткие. Когда животное их кушает, то оно может скалывать незначительное количество зубного камушка. Что важно, почему у животных вообще формируется такой зубной камень, которого нет у человека? У животных нет фазы мягкого налета на зубах, поэтому сразу любой налет, который появляется, он появляется уже достаточно плотный. У кого-то это еще отягощается проблемами с желудочно-кишечным трактом, и в этом случае формирование зубного камня происходит достаточно обильно. У кого-то происходит проблема с нарушением кислотности ротовой полости из неправильно подобранного корма или же уже из-за длительного хронического воспалительного процесса в ротовой полости. В этом случае камушек будет образовываться тоже достаточно активно. Помогут ли эти вкусняшки? Если честно, мое мнение, то не очень. Во-первых, животные, в частности кошки, не так много жуют свой сухой корм. Они делают максимум 2-3 надкусывающих движений и глотают. Соответственно, вкусняшку, которую мы предлагаем нашему животному для того, чтобы очистить зубной камень, надкусывается тоже 2-3 раза. Но камень такой плотности, что иногда приходится прилагать физические усилия у доктора, чтобы его снять. Поэтому вряд ли вкусняшка может нам с этим помочь. Что же касается собак. У собак есть большое количество палочек для снятия зубного камушка, кто-то использует оленьи рога, кто-то использует конги. Помогает ли это? Да, это помогает так же, как если бы мы чистили зубы зубной щеткой 1 раз в неделю. Поэтому, безусловно, применение вспомогательных средств в виде зубной пасты, зубной щетки, если животное не допускает вас к своей ротовой полости, то использование каких-то вкусняшек, палочек, конгов для собак, оно дает нам положительные плюсы, но не спасает нас точно от санации ротовой полости. В любом случае санацию ротовой полости нам придется делать. Вопрос, какой интервал данной санации ротовой полости у нас будет. При использовании зубных щеток и дополнительных средств, помогающих для очистки зубов, как правило, интервал санации у нас удлиняется. Когда это важно? Больше всего это важно для тех животных, которые не могут позволить себе санацию ротовой полости без наркоза. Следите за состоянием зубов своего питомца, и пусть он вас радует голливудской улыбкой.